Доброе утро, зрители StopGame.ru! В эфире Инфакт. Вчера в Steam состоялся долгожданный выход теперь уже бывшего эксклюзива Sony Ghost of Tsushima. ПК-версия включает дополнение Iki Island и мультиплеерный режим Legends, правда с последним есть нюанс. Сетевая игра возможна только в странах, где доступна PSN, а она недоступна в Беларуси, России, Казахстане и еще в каких-то там 178 странах. Хорошая новость: для того, чтобы поиграть в сингл, аккаунт PlayStation Network не понадобится. Да и, кстати, никакой особой защиты а-ля Denuvo у ПК Tsushima нет, это так, к слову. Портом занималась студия Nixxes, а она свое дело знает. 81% положительных отзывов тому подтверждение. Все, что есть негативного, по большому счету связано не с самой игрой, а с политикой Sony по навязыванию PSN. В остальном же перед нами годный порт. Вчера пиковый онлайн перешагнул в отметку в 54 тысячи пользователей. Это уже больше, чем у ПК-версии Horizon Forbidden West, The Last of Us и всего на 2000 меньше, чем у Horizon Zero Dawn. Такими темпами Tsushima того, глядишь, и God of War обгонит. Некий фанат Valve под ником Gabe Follower, периодически сливающий инфу, касающуюся компании, сделал очередной вброс. На этот раз он утверждает, что Вентили крутят в своих офисах новую игру. Называться она, вероятно, будет Deadlock. Это соревновательный шутер от третьего лица с предустановленными персонажами. Команды по 6 человек будут сражаться на огромной карте с 4 основными линиями. Некоторые вещи, а именно способности, части экипировки и механики, переняли из жанра Tower Defense. Будут и летающие рельсы для быстрого перемещения наподобие тех, что мы видели в Bioshock Infinite. Действо будет происходить в мире фэнтези и стимпанка с магами, странными существами и роботами. Основная карта напоминает стимпанковский восточноевропейский город. Внешний же вид героев отсылает к Доте. По словам Gabe Follower, Deadlock выглядит как смесь Team Fortress 2, Overwatch, Valorant, Smite, Orc Must Die и Dota 2. И на этом детали заканчиваются. Будем ждать официального анонса и надеяться, что Deadlock повезет больше, чем Артефакту и Dota Underlords. Разработчики Gridfall 2 The Dying World опубликовали свежий ролик и представили карту развития проекта в раннем доступе. Летом, когда игра ворвется в Early Access, нас ожидают первые главы основного сюжета, 3 локации, включая Тир Фради, Тиньо и Юксантис, а также первых компаньонов. В будущем вместе с апдейтами в игру завезут новые регионы и компаньонов, больше основных и побочных заданий, умений и много чего еще. Летом Gridfall 2 стартует только в раннем доступе Steam. На PlayStation 5 и Xbox Series проект заглянет в следующем году. Пятницу 13 ждет полное переосмысление. Франшизу по такому поводу даже переименовали во Вселенную Джейсона. Она проявит себя в кино, играх, чем-то, что нынешние хозяева Пятницы окрестили экспириенсами, тематических товарах и прочих форматах. Подробности появятся в течение 2024-го. В работе над новыми проектами примет участие сценарист самой первой Пятницы Виктор Миллер. Кроме того, есть подозрение, что убийца в хоккейной маске заявится в Fortnite. Права на франшизу принадлежат компании Horror Inc., а ее президент Роберт Барсамиан был в числе исполнительных продюсеров мультиплеерной игры по мотивам, которая была очень даже ничего, но пала из-за грызни правообладателей. Так вот, существует крохотный шанс, что Friday the 13th The Game могут и воскресить в том или ином виде. Студия Alavar раскрыла немного подробностей, касающихся спин-оффа Beholder с подзаголовком Conductor. Сюжет игры будет разворачиваться параллельно с первым Beholder'ом. Наши решения повлияют на развитие истории, кое имеет множество концовок. В Кондукторе нам впервые покажут полную карту мира игры. Мы побываем на разных железнодорожных станциях Великого Государства, в том числе окажемся в городе Эглоу под оккупацией Вальверде. Также герою повстречаются революционная группировка «Новое завтра», обыск потаенных мест станет более интерактивным, а помимо знакомых персонажей в Кондукторе появится и множество новых. Дата выхода у Beholder Conductor все еще нет.
Это пирамидоголовый, не косплей, не арт, а первый кадр нового фильма по мотивам Тихого холма под названием «Возвращение в Silent Hill». Он основывается на второй части серии, а снимать это дело будет Кристоф Ганн, постановщик Silent Hill 2006 года. Джеймса Сандерленда сыграет Джереми Ирвин из «Боевого коня», а роль Мэри досталась Ханне Эмили Андерсон, которую вы могли видеть в «Восьмой пиле». «Возвращение в Silent Hill» уже показывают на Каннском кинофестивале, но дата выхода в широкий прокат не раскрывается. Первым получателем двойной косарямбы в эту пятницу становится товарищ Сапиес, поразмышлявший на тему того, действительно ли коллектиблсы, ачивки и прочие необязательные штуки стоят того, чтобы тратить на них столько времени, и почему вообще нам хочется их собирать. А вторую пару косых забирает JustMK, накатавший огромный блог, в котором поделился своим опытом взаимодействия с Sega Saturn со всеми бубнотанцами и впечатлениями от линейки игр. Поздравляю, чекайте личку. И не могу не отметить коллективную работу, опубликованную от имени Чизи Фиолетовой Бороды с подборкой крутых пользовательских блогов, которые вы могли пропустить в апреле. В общем, заценивайте. И еще несколько новостей на дорожку. Бесплатное дополнение про Годзиллу для Dave the Diver стартует 23 мая. Дэйву предстоит столкнуться как с самим гигантским монстром, так и с кайдзю в форме огромной креветки Эбирой, а также организацией G-Force, оберегающей человечество от чудовищ. Есть приписка, что DLC будет доступно до 23 ноября, но что конкретно это означает, непонятно. 27 августа ранний доступ покинет приключенческая игра про пиксельных шахтеров Core Keeper. Проект будет доступен на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch, однако везде без перевода на русский язык. Слух о том, что Lego и Sony готовят что-то общее по серии Horizon, начал обрастать деталями. Проект будет называться Lego Horizon Adventures. По сообщениям журналиста Тома Хендерсона, это будет полноценная игра, этакая Forbidden West в Lego обертке. Возможно, игру представят на майской презентации Sony, которая не подтверждена, но опять же по слухам готовится. Создатели F1 Manager 2024 сообщили, что игра выйдет 23 июля и представили свежий трейлер, посвященный игровым фичам. Компьютерные оппоненты смогут переманивать ваших гонщиков, вы сможете создавать собственную команду, следить за психологическим настроем ее членов, можно будет нанимать новичков и превращать их в чемпионов, а система поломок не даст вам заскучать во время чемпионата. F1 Manager 2024 выйдет на ПК, PlayStation и Xbox. Наконец, разработчики Souls-like Enotria The Last Song продемонстрировали игровой процесс в новом ролике и снова перенесли релиз. Теперь он намечен на 19 сентября. Но 22 мая на ПК и PlayStation станет доступна демо-версия на 8 часов контента. А у меня на этом все. Заходите на наш сайт, читайте больше новостей и обзор Little Kitty Big City от Алексея Лихачева. Хороших вам выходных и услышимся!